Приветствую вас, зрители моего канала. Этот трактор, который назвали «Запорожец» и который был одним из первых советских тракторов, начали создавать в далеком 20 году прошлого века под руководством инженера Унгера Леонарда Абрамовича на небольших заводах сельхозтехники номер 14 и 11 в селе Кичкас. Новая экономическая политика, или сокращенно НЭП, набирала обороты. Крестьяне смогли получить небольшие земельные наделы. И для обработки таких земель и требовался простой, изготовленный из дешевых и доступных материалов трактор. Конструкция первого трактора была предельно проста, ремонт которого можно было осуществить любой сельской кузни. Таким же простым стал и его одноцилиндровый двухтактный двигатель, расположенный спереди, мощностью 12 лошадиных сил и разгонявший трактор до небольшой, всего 3,5 км в час скорости, и который работал на сырой нефти, зажигание которой приводилось от запальной головки, которая перед пуском двигателя разогревали до коления. Также туда впрыскивалась вода для увеличения давления в цилиндре и очистки внутренних поверхностей от нагара, а также для повышения экономичности. Коробки передач как таковой нет, поэтому скорость трактора изменялась благодаря изменению числа оборотов двигателя. А из-за того, что двигатель мог производить оборот в обе стороны, трактор мог двигаться и задним ходом. Мощность от двигателя передавалась на одно единственное заднее колесо, что позволяло избежать применения сложного в изготовлении дифференциала, и которое приводилось в движение посредством фрикционной муфты с обшивкой из сырожимной кожи и редуктора с 3 парами прямозубных шестерен, закрытый металлический корпус, предохраняющий шестерни от грязи и пыли. Интересной особенностью данного трактора было то, что он задолго до появления тракторов на радиоуправлении мог работать без участия человека. Для этого трактористу достаточно было поставить трактор передним правым колесом в уже пропаханную борозду, благодаря механизму, регулирующему высоту установки этого колеса. Тракторист, который находился за задним колесом, управлял трактором при помощи руля и рычага сцепления. Для работы трактора снабдили двухкорпусным плугом, а также была возможность установки другого оборудования общего значения. Закончивши создание и построив осенью 1922 года первый прототип будущего трактора, его создатели пригнали своим ходом на токмацкий завод «Красный прогресс», где и должны были освоить его серийное производство. Там же прошли его первые испытания, которые закончились успешно. Трактор «Запорожец» в том же году, а также весной 1925 года даже участвовал в соревнованиях с зарубежными тракторами, такие как «Фордсон» и «Холт», на полях Петровской сельскохозяйственной академии, где он также неплохо себя показал, даже опережая по времени вспашки зарубежные трактора. В общем, на заводе «Красный прогресс» планировали выпускать до 300 тракторов в год. Но всего было выпущено с 1923 по 1927 год примерно 500 единиц трактора, так как через пару лет прикрыли НЭП. Приоритет стал отдаваться закупке лицензии и налаживанию в стране выпуска тракторов американского производства, которые стали вытеснять простой и понятный каждому крестьянину трактор с полей. Но все равно долго, вплоть до 1958 года, можно было встретить этот трактор, работающий на полях. Даже сейчас в наше время его можно увидеть, но только уже в виде памятников и в музеях. А если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока.